Всем привет! Данное видео посвящено обзору параллели Хейка, а также где и как можно застейкать вашу Kusama безопасно, просто и удобно. Начнем. Что такое параллель Finance? Это мультичейн DeFi-платформа в экосистеме Polkadot, на которой доступны кредитование, заимствование и стейкинг активов, в том числе с плечом. Подробнее о проекте вы можете прочитать в моей статье. Ссылка будет в описании под этим видео. Какие продукты предлагает параллель Хейка? На стартовой странице запущены Swap, автоматический маркетмейкер или привычная нам свапалка, протокол денежного рынка Money Market, где пользователи могут давать кредиты и брать займы, ликвидный стейкинг, стейк, площадка краудлонов, кросс-чейн мост, позволяющий перемещать токены DOT и Kusama из Relay Chain в сеть параллель, DAOFi и Farm. Давайте посмотрим работу внутри самого децентрализованного приложения и начнем с подключения специального кошелька Polkadot.js. Кошелек устанавливается как браузерное расширение. Подробнее об установке данного кошелька вы можете ознакомиться в моей статье. Ссылка будет в описании под этим видео. Подключение. Для работы с Хейка нам потребуется подключение к сети Kusama. Для использования продуктов Хейка, как и любыми другими сервисами на Kusama, пользователю необходимо пополнить кошелек не менее чем на 11 сотых токена Kusama. Список бирж и актуальных пар к токену вы можете ознакомиться, к примеру, на сайте CoinMarketCap. После пополнения кошелька и подключения к приложению параллели Хейка выбираем сеть Kusama и нажимаем Overview, чтобы проверить наши средства. На этой страничке мы сможем заметить разделение списка средств на балансе Relay Chain Kusama и Parachain Parallel. Благодаря функции Cross-Chain моста мы сможем переместить наши токены Kusama в сеть Parachain Heyka и дальше пользоваться ими на платформе. Для этого мы заходим в раздел Cross-Chain и теперь можем перевести нужное нам количество токенов Kusama в параллель. Для того, чтобы автоматически получить нативные токены Хейка для дальнейших оплаты транзакций в протоколе, минимальное количество токена KSM при отправке должно быть 11 сотых KSM. При этом Хейка начисляется автоматически. После подписания транзакции мы можем снова посмотреть на вкладке Overview состояние баланса. Теперь отправленные нами токены будут на балансе параллель. Swap. При необходимости вы можете воспользоваться свапалкой для покупки токена Хейка. Они в дальнейшем вам пригодятся для оплаты комиссии. Также совсем недавно в Discord проекта Parallel Finance были открыты специальные ветки для нативных токенов платформы, где вы можете запросить для оплаты комиссии. Следующей доступной функцией является предоставление ликвидности для обеспечения работы этого AMM. В этой же вкладке Swap переходим во вкладку Liquidity и прописываем желаемое количество токенов Kusama или Heyka. Количество второго токена для создания пары подбирается автоматически. Затем нажимаем кнопку Add Liquidity и подтверждаем транзакцию. Взамен предоставленных в ликвидность токенов мы получаем токены пула LPKSM Heyka, баланс которых можно проверить, как обычно, во вкладке Overview. Далее мы сможем их использовать в фарминге. Предоставление ликвидности возможно в нескольких парах с такими токенами KSM, CKSM, SKSM, Heyka. За состоянием ваших токенов пула можно прослеживать, нажав на кнопку My Dashboard. Здесь же можно добавлять или забирать ликвидность из протокола. Вкладка Stake – ликвидный стейкинг. Очень важная и интересная функция на платформе, а ликвидным стейкинг является благодаря тому, что пользователи, которые вносят в стейкинг пул свои Kusama, получают взамен токены SKSM, которые можно использовать для участия в операциях на денежном рынке платформы или в качестве залогового актива для займа других токенов. Для того, чтобы застейкать ваши токены KSM, нужно перейти во вкладку Stake, ввести желаемое количество токенов, минимум 0,1 KSM, нажать на кнопку Stake и подтвердить транзакцию. Посмотреть баланс SKSM можно на вкладке Overview. На текущий момент вознаграждение за стейкинг составляет 24,5% и 1,83% лендинг. Забрать назад токены из стейкинга можно в этом же вкладке, нажав на кнопку Unstake. Однако стоит иметь в виду, что вам для этого нужно будет вернуть токены SKSM, а основной токен будет разблокирован и доступен через 7 дней. В сети Polkadot на платформе Parallel этот срок будет еще больше – 29 дней.
Также внизу этой страницы есть небольшой раздел с ответами на основные вопросы касательно стейкинга. Вкладка Money Market. Лендинг-протокол. Этот сервис позволяет получать доход от предоставления займов, а также использования активов в качестве залога, чтобы брать в долг другие токены. Для предоставления активов в лендинг, то есть в займ другим пользователям, нужно в левой части выбрать желаемый токен, нажать на него, указать количество и подтвердить решение, нажав кнопку Lend и подписать транзакцию. Отныне позиции, которые вы предоставите в лендинг, будут отображаться в окне My Lend Positions. Каждая позиция имеет свой APY, а также возможный уровень дополнительных вознаграждений при фарминге этого токена. В случае с начальным вариантом доходности APY пользователь может самостоятельно выбрать наиболее доходный для лендинга токен, в данном случае KSM, и обменять на него менее доходные токены, например, SKSM, который он ранее получил, застейкав свои токены KSM в разделе «Стейкинг». Таким образом, увеличивая количество более доходных токенов, можно увеличить свое вознаграждение на предоставление токенов в долг. Для того, чтобы забрать свои токены из лендинга, необходимо открыть вторую вкладку Withdraw. На этой же странице пользователь может брать кредит под залог токенов, которые лежат на лендинге. Для этого нужно разрешить протоколу использовать эти токены в качестве залога, нажав переключатель Collateral. Подтверждая возможность использования токенов как залога, мы сразу видим, что фактически, возможно, сумма займа будет составлять половину от стоимости залоговых токенов. Полный список возможных займов будет отображаться справа на этой же страничке в разделе Borrow, а зайдя в детали кредитования конкретной монеты, мы можем выбрать точное количество токенов для займов. Очень важно придерживаться риск-менеджмента при кредитовании, поскольку при изменении цены ваше обеспечение может снизиться и произойдет ликвидация позиций. Специально для избегания такого сценария площадка дает возможность брать кредит максимум наполовину залогового актива и рекомендует даже и занизить этот показатель. Для этого существует показатель Health Factor, фактор, который показывает безопасность вашей позиции. Изменяя пропорции между залоговой суммой и займом, очень важно держать этот показатель больше единицы, так как это позволит при резких изменениях цены не потерять ваши деньги. После того, как пользователь взял средства в кредит позиции, будут отображаться в окне Borrow. Crowd Loan. Еще один функционал параллель – это возможность холдеров токенов Kusama участвовать в Crowd Loan. Преимущество участия именно через параллель являются дополнительные бонусы в виде нативных токенов пара и хейка. Важное дополнение. Стейкинг является отличным способом получения пассивного дохода от простаивающих криптоактивов, а также способ обеспечить лучший контроль над безопасностью и производительностью протокола. Несмотря на это, существуют и определенные риски, к примеру, если валидатор будет сокращен. В этом случае платформа Parallel возместит владельцам активов их убытки. Таким образом, стейкинг Kusama от Parallel Finance остается одним из самых безопасных, простых и удобных способов получения удвоенного пассивного дохода. Спасибо за ваше внимание.